говорить о том, да, что мы собираемся, чтобы исследовать себя, рассматривать какие-то моменты. В общем, как я вижу, самоисследование, оно связано с уровнем энергии в человеке, да, то есть на определенном этапе все равно, чтобы что-то видеть и осознавать, нужна энергия. Это одна составляющая, которая помогает. Вторая составляющая, которая тоже помогает исследованию, это ситуации. Да, когда мы в какие-то ситуации попадаем, или они возникают, определенные ситуации, это помогает нам что-то понимать о себе, что-то замечать в себе. Третья составляющая, наверное, для самоисследования, это само желание исследовать себя. Потому что тоже не в каждом человеке, да, есть интерес и желание разбираться в себе, исследовать. Но опять, если есть энергия, нет желания, то исследование не происходит. Если есть желание, нету, скажем, ресурса, исследование тоже часто не происходит. И поэтому вот эти вот три составляющие, они на самом деле как-то нам немножечко помогают. Если они все присутствуют, да, есть ситуативный фактор какой-то. Собственно, жизнь, сама по себе жизнь это уже чья-то ситуация. Да, то есть мы в этом смысле можем использовать жизнь, как смотреть на нее, как на некое ситуативное изменение, да, где мы можем, опять-таки, рассматривать себя в том. Энергия – это, соответственно, уже для этого есть и йога, есть крия, да, то есть когда мы ищем ресурсы энергетические внутренние. Вот, мотивация тоже такой процесс непростой, да, потому что непонятно, почему в одних людях, в общем-то, этот интерес возникает, у других не возникает. И эти три фактора, они, на мой взгляд, немного взаимосвязаны, потому что если есть мотивация, то иногда мотивация уже сама по себе дает энергию, то есть в мотивации уже есть энергия. То есть человек что-то хочет, да, в этом «хочу» уже есть энергия. С одной стороны. Бывают какие-то ситуации, высвобождают энергию, да, то есть у человека нет энергии. То есть вы пришли домой, да, после работы, говорите, у меня вообще сил нету, легли, подняться с дивана не можете, пожар начался, все, силы появились. Особенно если горит ваш дом. Если дом соседа, может не появиться, но если ваш, уже внезапно откуда-то, да, возникает. Поэтому ситуация иногда тоже, она заряжена энергией. Да, то есть мы попадаем в ситуацию, и там есть энергия. Вопрос, как мы ее используем. Да, потому что мы можем эту энергию использовать на созидание, да, первый момент, на исследование, второй момент, да, и на саморазрушение, третий момент. Там, через стресс, через какие-то. Да, тоже это искусство, да, работать с энергией, высвобождающейся, что она высвободилась, но не факт, что мы ей можем воспользоваться конструктивно.